Всем привет, друзья! Сегодня хочу с вами поговорить о заболевании, которое сопровождается болью у основания большого пальца руки. Это вот здесь. Боль может иррадиировать, то есть распространяться и на сам большой палец, охватывать его полностью, может уходить на предплечье. Часто думают, что причина этой боли грыжа в шейном отделе, ущемления корешка нервного, но это далеко не так. Заболевание называется тендинит де Кервена и названо по фамилии хирурга, который его впервые описал. В диагнозах может попадаться его название как стенозирующий лигаментит де Кервена или стенозирующий тендовагинит де Кервена. По-простому его могут называть запястье матери или палец Геймера по причинам, которые его вызывают. Заболевание чаще всего возникает у женщин, чаще, чем у мужчин. Зачастую оно возникает в период беременности и первые месяцы после родов, что связывают с возрастающей нагрузкой на запястья и на пальцы, соответственно, мамочки или беременной женщины по уборке дома или по уходу за ребенком. Причиной заболевания является хроническая травматизация сухожилий и мышц, которые отводят большой палец, то есть делают вот это движение. И в принципе нагрузка на вот эту зону, на большой палец. Изначально де Кервен его описывал, в принципе, это заболевание как болезнь прачек профессиональную, из-за того, что приходилось протирать, удерживая зажатым все время кисть, протирать белье через стиральную доску. Сейчас, да, это часто встречается у геймеров на удержание телефона или джойстика, когда в напряжении находится основание большого пальца. У мамочек, как я уже сказал, это убирать, драить, что-то мыть, выжимать тряпки может провоцировать. У меня была пациентка одна, которая работала в магазине, ей очень много нужно было бумаг степлером скреплять. Она делала вот это движение, удерживая степлер именно основание большого пальца, используя его для скрепления бумаг. Была одна пациентка, которая занималась крафтом, очень много резала ножницами, у нее именно вот в этом моменте формировалась травматизация из-за избыточной нагрузки на сухожилия, связки большого пальца. Часто это заболевание сопровождается или идет вместе с туннельным синдромом или синдромом карпального канала. Это уже вот здесь. О нем я отдельное видео снимал, ссылочку прикреплю. То есть они бывают, что сочетанно идет повреждение. По диагностике. В принципе, диагностика особого никакого труда не представляет. Из себя особых загадок здесь нету. Никакого специализированного, специфического исследования на тендинит де Кервена делать не нужно. То есть бежать делать МРТ шеи или запястья делать не надо. Если говорить об инструментальном исследовании, то вполне достаточно обычного УЗИ. Можно посмотреть эту зону, оценить состояние сухожилий, посмотреть, есть отек или нет, что будет, соответственно, подтверждать диагноз. Есть специфический тест, называется он тест Финкельштейна, который позволяет, грубо говоря, можно самостоятельно определить, есть признаки этого тендинита или нет. Для этого большой палец зажимаем в кулак, руку держим так, и можно при расслабленном запястье второй рукой опустить вниз кулачок, либо самостоятельно опустить вниз кулачок. Возникновение боли вот в этой зоне подтверждает диагноз тендинита де Кервена. По лечению. Медикаментозно что можно применять? Обезболивающие мази местно можно применять. Можно прикладывать холод для того, чтобы снять воспаление и отек. Врачи могут в запущенных ситуациях применять инъекции глюкокортикостероидов, то есть уколы гормонов в эту зону, для того, чтобы снять воспаление и отек более эффективно. В совсем тяжелых ситуациях может потребоваться хирургическое лечение. Однако очень важно понимать, что болезнь является нагрузочной, то есть она появляется в результате определенной монотонной или хронической травматизации. То есть если не убрать этот фактор, никакое лечение не будет в долгосрочной перспективе эффективным. Поэтому что самостоятельно нужно сделать? Первое – это перестать травмировать, пронаблюдать свой день, пронаблюдать то, что вы делаете повседневно, и понять, что из этого всего вызывает постоянное напряжение на основании большого пальца, на запястье, на кисть в целом. И это нужно убрать или минимизировать. Если это связано с работой, то есть не получается это совсем убрать, нужно хотя бы немножко защититься, то есть здесь можно применять бандажи, обязательно с ограничением большого пальца, то есть эластичная вот это, не бинт сам довольно сложно намотать равномерно, а вот именно бандажик можно купить, опять же эластичный, без ребер жесткости, без металлических каких-то вещей. Их можно применять для того, чтобы разгрузить сухожилие и ограничить в отведении большой палец. Можно применять легкий самомассаж, то есть можно разминать эту зону, растирать. Ни в коем случае не стоит давать нагрузку, то есть пытаться брать эспандер и тренировать руку или ходить там гантели тягать. Нагрузка будет ухудшать состояние, этого делать не нужно. Ни в коем случае не греть эту зону. Нагрев
он будет усиливать отек, поэтому нагрев может усилить воспаление, это будет хуже. Холод прикладывать можно, но опять же мы не прям лед кожи приложили, а через какую-то тряпицу, через марлечку, для того, чтобы немножко кожу защитить, не травмировать экстремальным холодом. Вот примерно то, что можно поделать, но еще раз акцентирую внимание, самое основное в лечении – это убрать фактор, который травмирует. Без этого ни о каком лечении вообще речи быть не может. Ну что ж, вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать по этому заболеванию, по тендиниту Деккервена. Важно понимать, что бывают и другие состояния, которые могут тоже сопровождаться болью. Это могут быть и посттравматические изменения, и воспалительные. Поэтому консультации специалиста пренебрегать не стоит в любом случае. Вот, ну что ж, надеюсь, видео было вам интересным, надеюсь, что-то вы полезное для себя из него вынесли. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, всегда всем стараюсь ответить. Ну и не болейте. Пока-пока.